В 1992 году обычный фермер из китайской провинции Чжэцзян решил осушить пруд рядом с домом, чтобы расширить пахотный участок. Он арендовал насос. Насос работал 17 дней без остановки, и уровень воды почти не менялся, потому что под дном пруда не было грунта. Когда вода наконец ушла, перед фермером открылись 36 рукотворных пещер, вырубленных в твердой скале, с потолками высотой 30 метров и стенами, покрытыми одинаковыми параллельными следами инструмента. Ни исторических записей, ни датировки, ни одного имени. В этом выпуске мы разберем 6 сооружений с общей чертой. Мы знаем, что они построены, знаем, как они работают, и не знаем, зачем. Это не вопрос о технологии, это вопрос о замысле. Что именно понимали эти люди о небе, о физике и о человеческом восприятии? И почему они сочли это достаточно важным, чтобы вырубать в камне на протяжении поколений? Каждое из 6 мест в этом видео функционирует как точный инструмент. Инструмент без понятного нам назначения. Находка первая. Пещеры Лунью. 36 комнат без имени. Уезд Хуаянь, провинция Чжэцзян. Когда в 1992 году к пещерам добрались первые исследователи, главным впечатлением оказалась не их величина, а полная тишина артефактов. В любом пространстве, созданном людьми, остаются следы людей. Черепки керамики, угольки от костров, отходы каменотесной работы, утерянные инструменты, кости тех, кто здесь умер. В пещерах Лунью не нашли ничего, ни единого фрагмента. 36 подземных камер существуют так, будто их создатели вычистили каждый угол до стерильной пустоты, вышли и закрыли за собой дверь, которую потом засыпало водой на неизвестное количество веков. Физические параметры комплекса задокументированы точно. 36 отдельных камер занимает совокупную площадь около 30 тысяч квадратных метров. Это сопоставимо с площадью нескольких крупных торговых центров, целиком расположенных под землей. Потолочные своды в крупнейших залах достигают 30 метров, примерно высота 10-этажного дома. Стены, полы и потолки отличаются геометрической точностью. Прямые углы, ровные плоскости, правильные арочные своды без трещин и отклонений. По всей поверхности параллельные штрихи с шагом ровно 60 сантиметров, идущие в одном направлении, независимо от того, на каком участке стены или потолка вы их видите. Этот паттерн не характерен для ручной работы зубилом. Человеческая рука дает неравномерный след. Объем извлеченной породы, по расчетам геологов, составляет сотни тысяч кубических метров твердого камня. Весь этот материал должен был куда-то деться. Поблизости от пещер не обнаружено ни отвалов, ни насыпей, ни следов масштабной транспортировки. Это второй нерешенный вопрос. Не только кто создал комплекс, но и куда исчезли миллионы тонн вырубленного материала. Ни в ханьских хрониках, ни в местных летописях провинции Чжэцзян, источниках, охватывающих несколько тысячелетий подробной китайской истории, нет ни единого упоминания о строительстве этих камер, об их назначении или о людях, которые их создали. Китайский историк архитектуры Ян Хун-Сюнь, исследовавший комплекс, сформулировал итог коротко. Это самая большая загадка в истории китайской архитектуры. Официальная наука на сегодня предпочитает точность в формулировках. Происхождение пещер неизвестно, датировка не установлена, версия о строителях отсутствует. Углеродный анализ невозможен, нет органического материала. Стилистическое сравнение с другими сооружениями региона не дает совпадений. Пещеры не похожи ни на что, созданное здесь в любой известный исторический период. Некоторые исследователи предполагали связь с карьерным производством эпохи сражающихся царств или периода Хань, но в самой документированной письменной цивилизации Восточной Азии не нашлось ни строчки об одном из крупнейших подземных комплексов на ее территории. 36 камер продолжают существовать как вещественное доказательство без дела. Есть что-то принципиально важное в самой природе этой тишины.
Мы привыкли думать, чем масштабнее проект, тем больше следов он оставляет. Великая китайская стена оставила хроники, легенды и кости рабочих прямо в своем фундаменте. Терракотовая армия, записи об императоре и имена мастеров на некоторых фигурах. Пещеры Лунью по масштабу труда сопоставимы с обоими этими проектами и не оставили ничего, кроме самих стен. Возможно, это указывает не на примитивность создателей, а на их принципиальное отличие от цивилизаций, которые мы знаем. На людей, не стремившихся ни к документации, ни к памяти. Или, что тревожит сильнее, на цивилизацию, все следы которой исчезли вместе с ней самой, а 36 пустых комнат под китайским прудом оказались единственным, что от нее уцелело. Находка вторая. Гипогей Халсафлиени. Комната, которая меняет сознание. В 1902 году рабочие на острове Мальта рыли фундамент под жилые дома в районе Паолы. Лопата одного из них провалилась в пустоту. Под несколькими метрами земли открылся вход в подземный лабиринт, вырубленный в мягком мальтийском известняке на 3 уровнях глубиной до 10 метров. Комплекс датируется периодом от 3600 до 2500 года до нашей эры. Ему около 5000 лет. В ходе последующих раскопок внутри обнаружили 6000 человеческих скелетов, керамику, небольшие статуэтки, включая знаменитую спящую даму, единственное подобное изображение в мире. Но главной находкой оказалась не керамика и не кости. В 2006 году группа акустиков под руководством профессора Руперта Тилла из университета Хаддерсфилда провела серию измерений в так называемом «оракульном зале», одной из камер на среднем уровне комплекса. Зал резонирует на частоте 110 Гц независимо от источника звука и от того, в какой точке помещения вы находитесь. Это не случайный акустический эффект пещеры произвольной формы. Это резонанс, достигаемый при строго определенных геометрических параметрах – высоте потолка, кривизне стен, выборе породы. Согласно нейробиологическим исследованиям, частота 110 Гц подавляет активность правой доли мозга, участка, ответственного за критическую оценку, скептицизм и аналитическое дистанцирование от происходящего. Строители вырубили в известняке комнату, которая физически изменяет режим восприятия всех, кто в ней находится. И сделали это за 5000 лет до появления любой письменной теории акустики. В стене оракульного зала есть небольшая ниша на уровне груди, так называемое оракульное отверстие. Исследования показали, что низкий мужской голос, направленный в это отверстие, усиливается и распространяется по всей системе камер нижнего уровня, охватывая весь подземный комплекс. Профессор Тилл в своих публикациях отмечает, что для достижения такого эффекта архитектор должен был точно рассчитать акустические свойства помещения еще до начала строительства. Изменить форму камеры после завершения работ было уже невозможно. Мальтийский известняк был выбран не случайно. Эта порода дает минимальное поглощение звука при сохранении нужной резонансной частоты, что требует знания материала на уровне недоступном без систематического опыта. Иными словами, создатель Халсафлиени понимал связь между геометрией пространства, акустикой и нейробиологией человека и воплотил это понимание в камне. Официальная интерпретация гипогея – погребальный и ритуальный комплекс. И эта классификация обоснована. 6000 скелетов и культовые предметы говорят сами за себя. Но ни одна из стандартных гипотез о неолитических обрядах не объясняет, зачем погребальному пространству понадобился точный акустический расчет, воздействующий на конкретные участки мозга людей, которые в нем находятся. Случайно выйти на частоту 110 Гц при ручной вырубке камня и при этом сохранить ее неизменной на протяжении 5000 физически невозможно без намерения. Это не случайность формы. Но тогда как строители пришли к этому знанию, и что именно они делали с людьми, которых помещали в эту комнату? Представьте на секунду. 5000 лет назад кто-то точно знал,
что звук определенной частоты меняет то, как человек воспринимает окружающее. Не абстрактно знал, а достаточно точно, чтобы встроить это в геометрию камня, которую уже нельзя исправить после завершения. У этого человека не было нейробиологических учебников. Возможно, не было даже металлических инструментов, только медные или костяные. Но у него было нечто, чего мы не можем корректно назвать. Ни наука, ни религия, ни искусство. А что-то, что работает так, как работает наука, но возникло раньше самого понятия науки. И это нечто живет в известняке острова Мальта по сей день. Измеримое, воспроизводимое и совершенно необъясненное. Если смотришь этот канал впервые, подпишись, чтобы не пропустить следующий выпуск. Здесь только задокументированные факты, без теории о пришельцах и без сенсационности. Идем дальше. Находка третья. Нью-Грейндж. Камера, которая ждала 1 минуты в году. Граф Мид, Ирландия, 1969 год. Ирландский археолог Майкл О'Келли к тому времени уже 7 лет вел систематические раскопки кургана Нью-Грейндж, который местные жители принимали просто за высокий холм с кольцом камней у основания. Структура постепенно становилась понятной. Длинный коридор около 19 метров, ведущий в крестообразную погребальную камеру, накрытую насыпью из 200 тысяч тонн камня и дерна. Но над входом в коридор О'Келли еще раньше заметил нечто необычное. Небольшой прямоугольный проем в каменном перекрытии, явно намеренный, явно ориентированный вглубь холма. В декабре 1969 года он остался в кургане на рассвете зимнего солнцестояния один, в полной темноте, чтобы проверить догадку. 19 декабря в 9 часов 4 минуты утра луч солнца вошел в прямоугольный проем и прошел по коридору длиной 19 метров до задней стены погребальной камеры. Отклонение луча от центральной оси камеры составило менее 10 сантиметров. Этот эффект длится 17 минут в году, только в дни зимнего солнцестояния. В остальные 348 дней камера полностью темна. Нью-Грейндж был построен около 3200 года до нашей эры, на 500 лет старше Стоунхенджа и на 600 лет старше египетских пирамид. Его создатели не оставили ни письменности, ни имен, ни каких-либо записей о том, что у них вообще существовала система передачи знаний в письменном виде. Световой ящик над входом, именно так его называют археологи, имеет размеры, рассчитанные с точностью до угла наклона Солнца в день зимнего солнцестояния в конкретной географической точке на севере Ирландии. Чуть меньше – луч не войдет. Чуть другой угол осветит стену коридора, а не камеру в глубине. Для такого расчета требуется систематическое наблюдение за небом на протяжении нескольких поколений, фиксация того, как меняется точка восхода и угол Солнца в течение года. Внешнее кольцо кургана образовано 97 каменными плитами, многие из которых покрыты спиральной резьбой, точными геометрическими узорами, смысл которых до сих пор не расшифрован. Что означают спирали, неизвестно. Ни одна из предложенных интерпретаций не получила научного консенсуса. Нью-Грейндж классифицируется как погребальный памятник культуры строителей мегалитических гробниц. И это точно. Кремированные останки внутри подтверждают эту функцию. Но погребальная камера не нуждается в астрономическом выравнивании с точностью до 10 сантиметров. Мертвых можно похоронить без калькуляции угла эклиптики. Для чего именно строители 5000 лет назад хотели, чтобы солнечный свет в одну конкретную неделю года достигал именно этой камеры, именно в эти 17 минут утра, мы не знаем. Было ли это моментом возвращения света для душ умерших? Ритуальным пробуждением? Астрономическим маркером цикла? Камень хранит угол, но не объяснение. Строители Нью-Грейнджа не знали, что такое письменность. Они жили за 3000 до появления науки в современном смысле. Но они знали, с точностью до сантиметра, куда будет падать солнечный луч в самый короткий день года через 50 поколений после их смерти.
Это знание было достаточно важным, чтобы вложить в его физическое воплощение 200 тысяч тонн камня и дерна. Достаточно важным, чтобы добиться точности, которую мы называем инженерной, хотя профессия инженера тогда не существовала. И достаточно прочным, чтобы пережить 5000 лет нетронутым, до того декабрьского утра, когда один ирландский археолог остался один в темноте и увидел то, что ему оставили. Находка 4. Стоунхендж. 2 монумента, 2 солнца, 2 мира. Солсберийская равнина, Англия. Стоунхендж строился в 3 этапа на протяжении 1,5 тысячелетий, с 3000 по 1500 год до нашей эры. Это не один проект и не один архитектор. Разные поколения людей на протяжении 60 поколений возвращались на одно место и продолжали строить то, что начали предки, не зная, чем строительство закончится и закончится ли вообще при их жизни. Голубые камни, 80 блоков из горного массива Приселли в Уэльсе, были доставлены по суше и воде на расстояние около 280 километров. Часть из них весит до 4 тонн. Внешние песчаниковые монолиты весят до 25 тонн каждый и стоят здесь уже 4000 лет. Ось симметрии Стоунхенджа направлена точно на точку восхода Солнца в день летнего солнцестояния. 21 июня Солнце встает точно над так называемым пяточным камнем в 300 метрах от центра, и луч идет строго по оси к алтарному камню в центре круга. Это выравнивание было известно исследователям с XIX века и неоднократно подтверждено независимыми астрономическими измерениями. Но в 2008 году проект Stonehenge Riverside под руководством профессора Майка Паркера Пирсона из Шеффилдского университета сделал открытие, которое полностью изменило понимание всего ландшафта вокруг монумента. Стоунхендж оказался не отдельным сооружением, а одним полюсом пары. В 2 километрах к северо-востоку исследователи раскопали Дурингтон Уоллс, грандиозный комплекс из деревянных столбов того же кольцеобразного типа, только в несколько раз крупнее по диаметру. Его ось симметрии направлена точно противоположно, на закат Солнца в день зимнего солнцестояния. Анализ находок показал разительный контраст. В Дурингтон Уоллс были следы масштабных пиров, кости свиней возраста рождественского убоя, остатки жилищ, признаки присутствия большого числа людей. В Стоунхендже хоронили мертвых, и их укладывали так, чтобы они смотрели в сторону заката. Профессор Паркер Пирсон сформулировал гипотезу, которая сегодня принята большинством специалистов. 2 монумента образовывали единый ритуальный ландшафт. Восход для живых, закат для мертвых, дерево для мира людей, камень для мира предков. Это открытие дало нам более богатый контекст, но не закрыло главный вопрос. Мы теперь понимаем, как использовалось пространство. Мы по-прежнему не понимаем, почему именно солнцестояние, почему именно этот конкретный угол неба был достаточно важен, чтобы 1500 лет разные народы продолжали приходить сюда и добавлять новые камни. Это не одно решение одного человека. Это культурная непрерывность длиной в 1500 тысячелетия, сохранявшая одну идею через смену языков, климата и, вероятно, этнических групп. Чтобы замысел жил столько веков без единой письменной записи, он должен был быть чем-то большим, чем обряд. Чем-то, что не нуждается в объяснении, чтобы передаваться. Попробуйте представить проект, начатый вашими предками 1500 лет назад, который ваши потомки через 1500 лет еще не закончат. Это масштаб, почти невозможный для осмысления в рамках одной человеческой жизни. Люди рождались, тесали камень, умирали, не видя ни начала, которое было до них, ни конца, который будет после. Их дети продолжали. Дети детей продолжали. Что-то в этом месте, в этом направлении на небо, в этом разграничении между восходом и закатом было настолько важным, что не требовало повторного обоснования в каждом поколении. Это не строительство в нашем понимании. Это акт доверия к длинному времени, к будущему, которое они не увидят, но которое придет и окажется именно там, где они рассчитали.
Какая из этих структур кажется тебе наиболее сложной для объяснения и почему? Напиши в комментариях. Интересно сравнить, что удивляет разных людей больше всего. Находка 5. Serpent Mound. Змея, которую видно только сверху. Округ Адамс, штат Огайо. На поверхности Земли плавная насыпь в форме извивающегося тела змеи длиной 411 метров с хорошо различимой головой и закрученным хвостом. С Земли она выглядит как серия невысоких холмов с неясными очертаниями. Полная форма – голова с яйцом во рту, тело с 7 изгибами, закрученный в 3 оборота хвост, видна только с воздуха и была полностью осознана исследователями лишь в конце XIX века, когда появились первые наблюдательные аэростаты. Высота насыпи около метра, ширина около 6 метров. Весь объем грунта, по расчетам геологов, был перемещен вручную, корзинами и деревянными лопатами, без единого колеса или тягловых животных. Астрономическое выравнивание Серпент-Маунда было зафиксировано и изучено, начиная с конца XIX века, и с тех пор подтверждено независимыми измерениями. Голова змеи с яйцом во рту направлена точно на точку захода Солнца в день летнего солнцестояния. Хвост закручивается в направлении точки восхода в день зимнего солнцестояния. 3 средних изгиба тела ориентированы на точки восхода и захода в дни весеннего и осеннего равноденствий. Таким образом, одно сооружение кодирует 4 ключевые астрономические точки года в единой системе. Это не один маркер, как в Нью-Грейнже, и не ось симметрии, как в Стоунхендже, а полноценный астрономический календарь, записанный в форме живого существа. Построена насыпь около 2300 лет назад культурой Хупвелл, хотя точная датировка по-прежнему остается предметом научных дискуссий. Что делает Серпент-Маунд исключительным даже на фоне других земляных насыпей Среднего Запада? Внутри нет захоронений. В культуре строителей курганов Северной Америки насыпи почти всегда несли погребальную функцию. Именно так они обнаруживаются и классифицируются. Серпент-Маунд — единственное в своем роде исключение. Ни одного скелета, ни одного предмета погребального инвентаря, ни одного кострища ритуального характера внутри не найдено. Первые профессиональные раскопки провел Фредерик Путнам из Гарвардского Пибоди-музея в 1888 году и пришел к выводу, что функция сооружения принципиально отличается от всего, что было известно в регионе. С тех пор 1,5 века дополнительных исследований не изменили этот вывод. Назначение Серпент-Маунда остается неизвестным. Официальная наука классифицирует его как церемониальный монумент, и это точное описание того, что можно установить с уверенностью. Он создан намеренно, он имеет сложную форму, он несет задокументированные астрономические выравнивания. Но почему именно змея? И почему форма, невидимая строителем с уровня Земли? Кому предназначался этот вид сверху в эпоху, не знавшую воздушного транспорта? В устных традициях потомков культур этого региона нет прямых указаний на происхождение и назначение этого сооружения. Ответ на вопрос, который задается уже 1,5 столетия, не стал ближе. Те, кто его создал, явно понимали, что полная форма будет видна только сверху, и все равно избрали именно эту форму, а не любую другую, которую можно было бы охватить взглядом с Земли. Это означает, что точка зрения, недоступная человеку, стоящему на Земле, взгляд с неба, взгляд птицы, взгляд того, кто смотрит сверху, была для них реальной и важной точкой зрения. Не метафорой, не абстракцией, а позицией наблюдателя, для которого это сообщение и предназначалось. Для нас это означает, что мы смотрим на этот памятник не с той точки и никогда не сможем занять ту, для которой он был создан. Находка 6. Пещера Элефанта. Храм без строителей, который уже был древним. На острове Харапури в Аравийском море, в 10 километрах от берегов Мумбаи, в базальтовой скале вырублены 7 пещерных храмов.
Базальт – одна из самых твердых вулканических пород. Обработка его медными или железными инструментами требует в несколько раз больше усилий, чем обработка известняка или песчаника. 7 пещер образуют сложный ансамбль с колоннадами, скульптурными рельефами высотой в несколько метров и внутренними святилищами. Главный зал достигает в плане 39 на 39 метров, площадь больше половины футбольного поля, вырубленная в монолитной скале. В 1987 году ЮНЕСКО включила пещеры в список всемирного наследия. Центральная скульптура комплекса – трехликий Шива, известный как Тримурти. 3 лика одного божества, воплощающие создание, сохранение и разрушение. Высота скульптуры – 6 метров. Боковые лики смотрят в стороны. Центральный – прямо вперед с выражением, которое историки искусства описывают как сочетание спокойствия и абсолютной власти. Техника исполнения – детальная проработка черт, складок одеяний, украшений – соответствует лучшим образцам индийской скульптурной традиции. В 1534 году португальские солдаты, установившие контроль над островом, использовали статуи пещер как мишени для учебных стрельб. Следы пуль сохранились на поверхности Тримурти и других рельефах до сегодняшнего дня. Ключевой факт, определяющий статус пещер Элефанта в истории науки, содержится в одном буддийском тексте 8 или 9 века нашей эры, в котором пещеры упоминаются как уже древние. Это означает, что к тому моменту, когда средневековый автор писал о них, они уже воспринимались как принадлежащие далекому прошлому. Неизвестно, насколько далекому. Современная наука предлагает несколько версий датировки. Одни исследователи относят строительство к периоду правления династии Калачури в V или VI веке нашей эры, другие – к эпохе Раштракутов в VIII. Ни одна из этих версий не подтверждена прямыми документальными свидетельствами. Нет строительных записей, нет надписей на стенах, нет имен мастеров. Объем вырубленной породы и масштаб скульптурной программы предполагают многолетний организованный труд большой группы специалистов, о которых нет ни строчки. Официальная наука честно признает пределы того, что известно. Предположительный период, предположительные заказчики, предположительная функция. Индуистская иконография скульптур достаточно хорошо изучена, чтобы читать их смысловую программу. Но это не объясняет, кто именно принял решение вырубать этот конкретный храм именно в этом конкретном базальте, именно на этом острове. Пещеры не одни в своем роде. Индия богата скальными храмами – Эллора, Аджанта, Бадами. Но у всех остальных есть хоть какая-то документация, хоть какое-то упоминание в источниках. Пещеры Элефанта появляются в истории уже готовыми и уже древними. Это не отсутствие нескольких строк в хрониках. Это полное отсутствие самого события строительства в коллективной памяти. Есть особая ирония в том, что единственные следы на этих скульптурах, которые можно датировать с абсолютной точностью, это следы португальских пуль 1534 года. Все, что было до – тишина. Тримурти смотрел на тех, кто его создал, потом на тех, кто приходил молиться, потом на солдат с мушкетами, потом на британских колониальных чиновников, которые устроили в пещерах склад, потом на туристов с фотоаппаратами. За каждым из этих взглядов целая цивилизация, каждая из которых считала себя центром мира. Тримурти пережил их все и по-прежнему смотрит прямо вперед, с тем же выражением абсолютного спокойствия, с каким смотрел в день, когда неизвестный мастер поставил последний штрих. Если ты досмотрел до этого места, подпишись на канал, чтобы следующий выпуск не прошел мимо. Мы разбираем только то, что задокументировано и измерено. Никакой конспирологии, никаких домыслов. Только факты, которые сами по себе сложнее любого вымысла. 6 структур, 6 континентов, 6 тысячелетий истории и одна повторяющаяся черта, которую невозможно не заметить. Все они работают. Акустический резонанс Халса-Флиени воспроизводим и измерим сегодня. Световой луч Нью-Грейнджа ложится на то же место каждое декабрьское утро. Ось Стоунхенджа
указывает туда же, куда указывало 4000 лет назад. Астрономические выравнивания Серпент-Маунда проверяются при каждом равноденствии. Это не интерпретации и не догадки, это измеримые физические факты. Кто-то в прошлом достиг точности, которая не деградирует с течением времени, и мы до сих пор не знаем, как. Мы привыкли думать о прогрессе как о прямой линии, от простого к сложному, от примитивного к точному, от незнания к знанию. Эта линия дает нам удобное место в истории, в самом конце, на самом высоком уровне. Но 6 объектов из этого видео не укладываются в эту схему. Они предполагают другую картину, не прямую линию, а циклы подъемов и потерь, пики знания, которые затем исчезали, не оставляя письменных следов, только камень, ориентированный на небо. Мы не первые, кто умел точно. Мы просто те, кто умеет точно сейчас и не помнит тех, кто умел раньше. Прямо сейчас, в эту минуту, в ирландском графстве Мид стоит каменный коридор длиной 19 метров. Внутри темно, как было темно 3200 лет подряд. 3348 дней в году эта камера стоит в полной тьме, в тишине, никем не потревоженная. Один раз в году, 17 минут на рассвете самого короткого дня, луч солнца входит в прямоугольный проем и касается задней стены. Потом уходит, и камера снова замолкает на год. Те, кто это построил, умерли 5000 лет назад. Луч приходит по расписанию, которое они рассчитали, и не ошибается. Какое из этих 6 мест ты хотел бы увидеть своими глазами? И что бы ты хотел там понять?